Привет, это Навальный. Сегодня день траура по погибшим в ужасной трагедии в Кемерово. И я в первую очередь хочу еще раз выразить соболезнования всем семьям погибших, пострадавших. Это огромное горе, и вся страна это горе разделяет. Держитесь, мы с вами. Сейчас можно наблюдать довольно острую дискуссию о том, можно ли сразу после трагедии обсуждать действия властей, искать виновников и требовать отставок тех, кто отвечает за обеспечение безопасности людей. Как всегда, в таких ситуациях мы видим позицию власти и ее пропагандистов. Они уводят внимание с виновников на простых людей и тех, кто критикует власти. Когда люди требуют отставок, чиновники всегда говорят одно и то же. Вы пиаритесь на трагедии. Вот просто обратите внимание, от высших чиновников и телепропагандистов до проплаченных комментаторов в интернете. Они не ругают тех, из-за кого страшной смертью погибли десятки людей. Они сконцентрировались на неких оппозиционерах, которые пиарятся на трагедии. Про трагедию вы все знаете. Все. И вокруг нее определенные силы целенаправленно пытаются стравить людей, пытаются на чужом горе нажиться. И, соответственно, страшно просто раскачивать ситуацию. И вчера мы вновь наблюдали чемпионов такого омерзительного лицемерия. Это в первую очередь, конечно, губернатор Кемеровской области Тулеев, заявивший, что стихийный митинг в Кемерово организован приехавшей оппозиционной силой, и на нем 200 постоянных бузатеров. Это вообще не родственники погибших. Это вообще те, кто постоянно в бузатере. Это вице-губернатор Сергей Цивилев, сказавший человеку, у которого 5 родственников погибло в огне, включая 3 детей, что он пиарится. Вы спокойно разговариваете с людьми. Молодой человек, вы что, хотите попиариться на горе? Нет. Тогда горе, у меня горе. Семья погибла. У вас семья погибла, как ваша фамилия? Спрятался, Бадаш, Алена Игоревна. Жена, госпиталь я сидела. 3 детей, 7-5, 2 года. Другой вице-губернатор Владимир Чернов назвал стихийный митинг кемеровчан четкая спланированная акция, направленная на дискредитацию власти. Ну и наш любимец, телеврун Владимир Соловьев, гневно осудивший кемеровский митинг за то, что его участники, по мнению Соловьева, слишком много себе позволяют. Когда толпа кричит, это ведь уже Майдан. Вот когда кричит толпа и улюлюкает, вот здесь надо уже понимать, с толпой такой разговаривать нельзя. Когда граждане хотят беседовать, когда они формулируют требования, их право. Когда толпа требует крови, и ей наплевать на факт, наплевать на что угодно, дайте кого угодно, это уже не государство. Это уже попытка уйти в Майдан. То есть, понимаете, они хотят, чтобы даже эти люди, сходящие с ума от горя и вышедшие на митинг, потому что власть не отвечает на их элементарные вопросы, стояли молча, начальство не ругали, а кланялись им в ножки. Много рассуждают о том, почему люди не верят в то, что жертв всего лишь 64. Значит, провокаторы или просто паникеры вбросили слухи, что погибших гораздо больше. И люди этому верят. И действительно, на том же самом кемеровском митинге было очень заметно, что никто из собравшихся не доверяет тем цифрам, которые говорит власть. Ответьте точно, сколько человек опознано, сколько человек не опознано. Мы все, конечно, очень надеемся, что число погибших в Зимней Вишне не увеличится. И я могу точно сказать, что нет реальных фактов, которые бы указывали на то, что там много жертв, сотни жертв. Однако, как можно винить людей в том, что они отказываются верить реальным цифрам? Смотрите, они стоят на площади, и им передают слова губернатора. Погибло 64 человека. А следующая фраза губернатора: а там внизу собралось 200 бузатеров. Это вообще не родственники погибших. Это вообще те, кто постоянно в бузатере. И люди оглядываются, оглядывают себя и задаются вопросом: как же ты, мерзавец, можешь так врать? Нас же здесь несколько тысяч прямо под твоим окном. И Путин же, он сидит рядом и молча кивает. Он не перебивает Тулеева фразой: послушайте, имейте совесть, выгляните в окно. Какие 200 бузатеров? Несколько часов подряд идет митинг, на котором тысячи людей. Нет, Путин молчит. И по телевизору так и расскажут: 200 бузатеров.
Поэтому люди и в Кемерово, и во всей России отлично знают, что нельзя верить ни одному слову этого жулья. Но они прямо в глаза называют черное белым. Они, не моргнув глазом, скажут самую очевидную ложь и будут на ней настаивать. Когда о количестве жертв нам рассказывают люди, которые вот только что в этой же Кемеровской области пихали пачки бюллетеней в урны, а потом объявили о честных выборах, ну как им можно верить? Конечно, будут слухи распространяться, и виновата в этом только постоянно лгущая власть. Я посмотрел все несколько часов трансляции митинга из Кемерово, и мне совершенно ясно, что эти люди, потерявшие родных, близких, друзей, соседей, хотят добиться правды. Они понимают, что родственников уже не вернут, но они жаждут справедливого возмездия, правосудия, мер, которые сделают невозможным повторение таких трагедий. И я хочу сказать, что этих людей в торговом центре «Зимняя вишня» убила коррупция. И готов доказать свою точку зрения. Вот вы знаете, сколько в России сотрудников государственной противопожарной службы? 220 тысяч человек. Вы на свои налоги содержите гигантскую армию, задача которой сделать так, чтобы не было пожаров и люди в них не погибали. Теперь смотрим на результаты работы этой армии. Открываем данные по количеству смертей на пожарах. И видим, что хуже России только Африка. Мы хуже всех в бывшем СССР. И в любой развитой стране, где гораздо меньшее количество чиновников занимается пожарным надзором, количество погибших на пожарах тоже гораздо меньше. У нас погибает 7 человек на 100 тысяч населения, а в Европе меньше 1. Теперь давайте перепроверим то, что мы узнали. Открываем табличку с данными Международной ассоциации пожарных служб. И снова видим, что Россия хуже всех. Население США в 2 раза больше, а пожаров там в 3 раза меньше. У нас на 1000 пожаров гибнет 64 человека, а у них меньше 2. Даже на Украине ситуация лучше, не говоря уж про развитые страны. Таким образом, это неоспоримый факт. В России существует огромная, очень дорогая и совершенно неработающая система предупреждения пожаров и борьбы с ними. Полностью, абсолютно провальная, одна из худших в мире. И все, что нам рассказывает МЧС о своих поразительных успехах, это тотальная ложь. Да, конечно, на низовом уровне есть героические пожарные, спасающие людей на своем устаревшем оборудовании. Но в целом эта система заточена только под одно – брать взятки. У любого предпринимателя спросите, и он вам расскажет, что такое пожарный надзор в России. Это система вымогательства. Бумажки, согласования, справки – все за деньги. Не будешь платить – не согласуют, даже если все по правилам. Заплатишь – и без проблем тебе все подпишут. Вот даже если у тебя прямо сейчас там пожар. Так и с «Зимней вишней» было. Хотя вполне вероятно, что там было еще проще. Вы же помните, из какой партии директор этого заведения? Правильно, она местный депутат «Единой России». Им вообще все можно и все подписывается, потому что они же и есть власть. Вот зайдите в декларацию главы МЧС по Кемеровской области. Вы там с удивлением обнаружите Toyota Land Cruiser и дом площадью больше 500 квадратных метров. Где он взял деньги на все это? Мы знаем где. Я попросил юристов ФБК просто быстро глянуть госзакупки МЧС по Кемеровской области. Через 5 минут обнаруживается 8 закупок вещевого имущества на 19 миллионов рублей. 2 московские компании ООО «Биоамин» и ООО «Нефтегазхимкомплект». Просто очевидно, что они разделили между собой эти торги, потому что у обеих компаний одни и те же номера телефонов. И даже зарегистрированы они по одному и тому же адресу в Москве. Москва, 1-й Люберецкий проезд, дом 2, строение 1. Не сомневаюсь, что из этих 19 миллионов они украли 10. Это всем понятно. И тут возникает вопрос. Если мы нашли это за 5 минут, то что же делали местный Следственный комитет, полиция, ФСБ? Я вам скажу, что МЧС они не проверяли. И «Зимнюю вишню» они не проверяли.
Зато за последние несколько месяцев они провели 9 обысков в наших штабах на территории Кемеровской области. 2 обыска в Новокузнецке, 6 в Кемеровском штабе и 1 обыск у кемеровского сотрудника дома. Этой системе, созданной Путиным, неинтересно бороться с коррупцией. Ей не хочется заниматься пожарной безопасностью. Ей хочется красть, а потом бегать и отнимать листовки, в которых написано о борьбе с коррупцией. Я считаю, что все руководство МЧС России должно быть отправлено в отставку за очевидный провал в работе. Руководство МЧС в Кемеровской области, как и губернатор Тулеев со своими заместителями, должны быть отправлены под суд. России нужно изучить успешный опыт развитых стран по борьбе с пожарами и внедрить его у себя. Не надо изобретать ничего нового. Если у них там в 10 раз меньше людей гибнет на пожарах, то это не стыдно сказать: ребята, мы посмотрим, как у вас сделано, и построим то же самое у себя. И, конечно, до тех пор, пока в России не начнется настоящая борьба с коррупцией, мы с вами продолжим расплачиваться жизнями детей за те взятки, которые берут путинские чиновники. Подписывайтесь на наш канал, здесь говорят правду. Я бы хотела высказать слова соболезнования и поддержки нашему лидеру, Владимиру Владимировичу Путину. Я нигде не заявляла громко, что я член его команды. Я не кричала на площадях об этом. Но сегодня я хочу об этом сказать. Я член его команды российского народа, которая вместе с ним. Потому что для него это удар в спину.